Мы сегодня будем готовить рибай сухого вызревания и рибай влажного вызревания. Мясо не имеет посторонних запахов, так как камера не открывалась ни разу за 28 дней. Ну вот, мы зачистили стейк. Посмотрите, какой он нежный, мягкий. Мы будем солить и перчить уже в конце, когда порежем, когда стейк отдохнет. Посмотрите, мясо отличается даже по цвету. Это сухое вызревание, это влажное вызревание. Всем привет, с вами Александр Высочанский, компания Грили. Мы сегодня будем готовить рибай сухого вызревания и рибай влажного вызревания. В этот раз у нас вызревал рибай 28 дней, и пора посмотреть, что же с ним произошло за это время. Мясо не имеет посторонних запахов, так как камера не открывалась ни разу за 28 дней. И сейчас вкратце, чем отличается сухое вызревание от влажного. Этот стейк был завакуумирован и выдержан при температуре до 5 градусов 21 день. В случае и с сухим вызреванием этот отруб был помещен в камеру с влажностью до 80% и температурой до 5 и выдерживался на протяжении 28 дней. Единственный недостаток сухого вызревания – это его стоимость, так как мясо очень сильно теряет в процессе вызревания. В промышленных масштабах мясо вызревает целыми тушками. Мы же исходили из вместительности нашего холодильника и выбрали вот эту часть. Сейчас мы наш отруб разделим на стейки, зачистим и приготовим. Мы видим, мясо потеряло влагу, но оно реально стало мягким. Посмотрите, оно нежное, тает. Его реально можно кушать сырым. Ну вот, мы зачистили стейк. Посмотрите, какой он нежный, мягкий. Чтобы стейки были в одинаковых условиях, мы уберем кость. Основной критерий для приготовления качественного стейка – это температурный режим. Температура должна быть в диапазоне 200-250 градусов. Смотрим на термометр. Перед тем, как отправлять стейки в разогретый гриль, мы смазываем их маслом и делаем легенький массажик. Соль забирает влагу, влага – это сок. Перец все равно сгорит в процессе приготовления. Мы будем солить и перчить уже в конце, когда порежем, когда стейк отдохнет. Перед тем, как выкладывать стейки на гриль, нам нужно смазать решетку. Прошло 2 минуты, и мы переворачиваем наши стейки. Посмотрите, какие красивые полосочки появляются на стейке. И мясо отличается даже по цвету. Это сухое вызревание, это влажное вызревание. Для того, чтобы определить степень прожарки, мы используем термометр. Сейчас нашим стейкам нужно отдохнуть. Не стоит сразу резать стейки. Почему? Внутри идет процесс бурления. Сок должен распределиться. Температура должна дойти от краев в центр. Если мы сейчас разрежем наши стейки, то они просто стекут соком. Как определить, сколько продукту лежать под фольгой? Идеальное сочетание – это 1 минута на 100 грамм продукта. Но для стейков чем больше, тем лучше. Мы готовили наш стейк 8 минут. Также 8 минут он у нас отдыхал. Ну и пришло время посмотреть, что же получилось. Это влажное вызревание. Стейк не резиновый, стейк мягкий. Стейк сухого вызревания. Видите, мы его не пережарили.
Для того, чтобы приготовить качественный стейк, нам нужна температура 200-250 градусов. Нам нужно переворачивать наш продукт каждые 2 минуты. Готовится 8-10 минут в зависимости от размеров продуктов. Как определить готовность стейка? Для этого есть термометр. Также мы никогда не режем сразу стейк, мы ждем, пока он отдохнет. Накрываем его фольгой, после разрезаем, солим и перчим. Надеюсь, мои советы станут вам полезными в приготовлении качественного стейка. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всем пока!